Криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. Итак, ну что, ежедневное напоминание, Мамкин Мейкер готовит движение. Я думаю, что мы с вами дожили до формирования пика на бычьем рынке. И сейчас будет самое интересное 4 месяца, 4-5 месяцев, и на этом всем дело, наверное, у нас закончится. Но, конечно же, пампы и шумы альты будут продолжаться до середины 26 года. Что у нас здесь осталось? Август, 8 августа. 8 августа. Ровно год прошло, как Трамп пришел в крипту, и он просто начал ее кошмарить полным ходом. Это говорит о том, что у них есть у них возможности, крупного игрока есть возможности. Они могут, конечно же, продавать это все дело, шортить могут. Это мы не можем ничего делать. А они, конечно же, могут это все делать. И у нас здесь получается сентябрь месяц, октябрь 2, ноябрь 3, ну пускай до декабря, 4 месяца, в принципе, у нас еще есть для того, чтобы раскачать эту скамовозку. Потому как большинство рынков у нас уже выросло, особенно золото выросло, а это очень-очень, конечно же, хорошо. И это актив для сохранения капитала, особенно в столь нелегкое время в мире. А нелегкое время это тогда, когда у нас происходят войны. Вот что. Но я думаю, что придет момент, и все у нас будет хорошо. Появляются у нас уже некоторые намеки на позитив, на то, что у нас будет мир во всем мире, и это очень тоже хорошо, потому как когда люди умирают, это очень плохо. Так, не будем о плохом, только о хорошем. Что по поводу золота? Золото у нас на хаях. Здесь можно рассматривать уже шорт по золоту. Видно, что здесь уже формируется слабость по золоту. И вроде бы, когда вот так вот у нас, вроде бы как хочется вот так вот, мы вот так вот росли, выбили стопы. И вроде бы как вот, и уходим там на 2900, на 3000 долларов. Вот так вот, в принципе. Золото может отрисовать вот такую вот картину. Можно шортить золото на бирже Binance, ссылка есть на данную биржу в описании под видео. Но нужно учитывать, конечно же, фандинг. Очень хитро все сделали на биржах. Фандинг, шмандинг, комиссии. И, в принципе, тут быстрых движений на золоте не будет, потому как это вам не какой-то там щиток или еще что-то. Ну, крупные дяди, они могут себе позволить такие дела делать. Но если у вас есть золото, желательно, ну, какую-то часть зафиксировать прибыли. Ну, и все равно, я думаю, что нет смысла, конечно же, что-то там продавать из золотых запасов. Ну, разве что накапливать. Золото обычно накапливают, это, знаете, как цыгане. Они вот накапливают там какие-то монетки туда-сюда, делают потом украшения, ожерелья. И такая цыганка ходит вся в золоте, потом раз, дочка там или внучка выходит там замуж, они это все на тебе приданное там имущество, бабах там на шею цепяра упала. Золото, в принципе, можно накапливать. Ну, скидывать золото, ну, можно здесь какую-то часть капитала фиксануть, процентов хотя бы 20-30, но не более. И то, я уверен, что у вас нету такого огромного капитала в золоте, чтобы вы там фиксировали. Ну, может там 1000-2000 долларов, да. Но если у вас там сотни тысяч долларов, можно, конечно же, какую-то часть капитала здесь зафиксировать, часть оставить на 4250, если дадут. Если не дадут, то уже, в принципе, сидеть дальше и ожидать медвежку и опять накапливать золото. Бычка, в принципе, по золоту здесь уже состоялась. Мы вышли с этого восходящего канала, мы неоднократно рассматривали. Золото поставило было фитиль 8 апреля 2024 года. И, в принципе, мы с вами рассматривали тот сценарий, что мы придем тестить данный фитиль. Мы его, в принципе, и оттестили. Но мало ли, золото может еще и выше пойти.
Я думаю, что нужды нету его там полностью распродавать, и у вас нету такого капитала, с целью спекуляции вы, по всей видимости, не брали, чтобы его где-то что-то продавать, это золото. Пускай себе валяется там как резерв на всякий черный день. В принципе, вот так вот. Что у нас по самому биткоину? Итак, эфириум на 15 минутке 3950. Коснулись 3970. Пока мы здесь, короче говоря, с вами потрубили, то эфириум неплохо, конечно же, вырос. Берет эстафету эфирчик. На данный момент он забирает ликвидность с рынка, но нету притока капитала в этот скамовский рынок. Ну что сделаешь? Но они могут рисовать цены такие, как им хочется. Вот как им хочется, они будут такие цены и рисовать. Нужно удерживать свои позиции, потому как есть некоторые цели. Давайте посмотрим эфириум, где он может нам показать интересные цели по фиксации. Мы на данный момент видим то, что здесь у нас глобально на недельном графике формируется такая вот огромная фигура, чашка с ручкой. На дневке очень хорошо видно эту ручку. Она здесь, в принципе, немножко такая короткая, но все равно фигура неплохо сформирована. И на недельке, если мы с вами даже натянем Фибо, то мы можем увидеть, где наши цели будут по эфириуму. Вот у нас пик 2021 года, вот у нас лой. Но мы не будем брать, допустим, фитили. Ну и смотрите, первая цель, 618 уровень, это 7300. 7300, и потом вторая цель, это у нас уже 10 тысяч. Ну и, конечно же, третья цель, но я думаю, что она менее досягаемая, это диапазон 15-14 тысяч. Такие цели можно ожидать по эфиру. Эфир вроде бы как выглядит здесь в зоне накопления длительный период времени. Вот что. И мы с вами рассматривали на стриме то, что 80 недель после халвинга биткоина в основном здесь происходит to the moon по эфириуму. Так как у нас цикл немножко растянулся, пускай, дай бог, мы там где-то до середины, до начала декабря 2025 года можем сюда вот запампиться. Эфир все-таки, как ни крути, показывает силу, и дай бог у нас история повторится. Если взять момент с историей, особенно сжатый и более информативный, мы можем это все дело увидеть на CoinMarketCap. И здесь мы видим то, что доминирование эфириума у нас было, доминирование биткоина было на максимуме еще буквально в 2013 году. Ну и потом доминирование биткоина начало потихоньку падать. Ну и в дальнейшем крупный игрок сделал такую вот уловочку с альт-сезонами для того, чтобы можно было раскачиваться как-то на этом рынке. Он начал проводить разные альт-сезоны, он выпустил эфириум, конечно, это у нас, можно сказать, локомотив скамов разного, и торговые пары, там эфир относительно битка, эфир относительно разных альткоинов, BNB еще они выпустили, и в дальнейшем было у нас две истории с альтсезонами. Вот как только биткоин у нас, доминация биткоина падала вниз, доминация эфириума и альты росла максимально вверх. Здесь у нас было пересечение данных скользяшек, или даже, можно сказать, данных паттернов. И здесь вот в 2021 году аналогичная ситуация была. Но вот буквально сейчас мы видим то, что у нас, вроде бы как собирается повториться история. Будет ли у нас этот альтсезон, такой как был у нас в 2021 году и в 2017 году, никто не знает, конечно же. Но я думаю, что здесь у нас история третий раз повторится с этими альтсезонами, и цикличность у нас не будет ломаться, и все у нас будет хорошо. Просто если с текущих сломается цикличность, что тогда на этом рынке делать? Никто уже, наверное, сюда просто бабки не будет нести, потому как многие полагаются на историю. Вот, в принципе, вот так вот. Что у нас по биточку? Давайте-ка мы посмотрим биток. На дневке. На дневке мы видим то, что у нас здесь есть сигнал купи-продай. Мы его будем называть купи-продай, индикатор купи-продай. Итак,
Биток у нас немножко корректируется. Вчера мы поставили хорошую такую вот вершинку в 17к баксов. Сегодня уже биток откатывает. Но зато мы видим то, что у нас эфириум начинает расти. На 4-часовике есть небольшой откат, на часе. Ну, вот такое вот у нас боковое движение по битку. Можно сказать, что идет консолидация по биткоину. И, конечно же, доминирование эфириума у нас растет. Итак, мы видим то, что есть сигнал на 4-часовике на покупку. Рассматривали мы здесь лонг, и он у нас шикарно отрабатывает. Биток подходит к верхней части нисходящего канала. Само собой. Так, давайте немножко почистим график. Само собой, мы видим то, что у нас здесь формируется, опять же, новый бычий треугольник. У нас здесь есть некая линия сопротивления. Это диапазон 118к баксов по биткоину. Мы это все дело почистим. Само собой, я думаю, что у нас после вот этой вот консолидации и зажатия битка в этом вот треугольнике, черные вот эти вот две линии, у нас будет движение вверх по биткоину. Ибо без движения вверх по биткоину, конечно же, не будет никакого альт-сезона. Само собой, у нас есть здесь нисходящий канал. Нисходящий канал — это как бычий флаг. В принципе, вот так вот. График мы почистили. И давайте-ка мы посмотрим на дневке, что у нас по индикаторам. На дневке у нас есть сигнал на покупку, появился, вот он с подтверждением уже несколько дней появился сигнал на покупку. Это очень положительно. Само собой мы знаем то, что есть сигнал хеш-риббонса, мы его уже рассматривать не будем. Разве что будем смотреть где-то в середине месяца августа, может он еще на августовском таймфрейме появится. И P-Cycle Top. Мы видим то, что оранжевая линия продолжает двигаться вверх. Индикатор работает, и мы продолжаем двигаться вверх. Оранжевая линия начинает поджиматься. По всей видимости, биток готовит к импульсу. Импульс, конечно же, у нас будет вверх. Если вверх, то мы будем ориентироваться на зеленую скользяшку. На зеленую скользяшку, которая у нас находится в диапазоне. В диапазоне сейчас на данный момент находится 180 тысяч долларов. Как у нас будет формироваться вершина на данный момент, мы пока что не знаем. Но если нам подвезут очень положительные новости по поводу мира, биток может сходить с легкостью на 180 тысяч долларов. И это будет тот самый интересный триггер. Посмотрим. Хочется, конечно же, мир во всем мире, потому как уже все это немножко поднадоело. Осталось у нас здесь недолго. Я думаю, что где-то ближе к декабрю, вот просто даже вот логически посмотреть на вот эту вот всю картину на биткоине, мы удалим вот эту вот трендовую линию, мы удалим вот это вот все, почистим, чтобы у нас было все так чисто на графике. Потому как медвежатник меня затроллит, если он смотрит мой видос. Ну, треугольник, понятно и так, что у нас здесь формирует бычий такой вот вымпел. И, в принципе, если мы посмотрим, вот оранжевый это наш сценарий по поводу пика бычьего рынка на битке. Это у нас уже медвежка будет, она нам пока что не интересна. В вот этом вот примерно квадрате у нас может сформироваться пик бычьего рынка по биткоину. Если вот так вот мы посмотрим, если мы это все дело посмотрим, то в принципе, вот наши скользяшки. Вот наши скользяшки, зеленая и желтая. Это у нас индикатор P-Cycle Top. И логически подумать, да, что здесь вот легко может вот так вот биток сходить, ну, в диапазон там 180к. Вот как раз я отмечал 4 августа, то, что у нас будет ровно год с момента трэша, который произошел на рынке. И может быть такое, что начнется движение на рынке. И оно у нас потихоньку видно, что начинает двигаться куда-то вверх. Я думаю, что здесь цена биткоина может даже вот так вот быстро начать расти. И мы здесь сформируем бычью такую вот уже завершающуюся вершину по биткоину в этом цикле. Вот так вот мы можем расти. И как раз у нас P-Cycle Top может где-то здесь вот дать сигнал, что вершина по биткоину сформирована. Вот наш P-Cycle Top.
мы это вот так вот все сделаем. Дал сигнал в 2021 году, да, вот у нас шикарно видно. Красный значок, вот мы тоже поставили красный значок. 2017 год вершина, ну и 2013 год две вершины. Аналогичная ситуация может быть и здесь. Сейчас многие, конечно же, вещают то, что там мы падаем, еще что-то, 115 это максимум, но мы с вами полагаемся на анализ индикатора. У нас на рынке я пересмотрел много индикаторов, и на рынке есть только два шикарнейших индикатора. Это P-Cycle Top, который показывает пик бычьего рынка. Хэш-риббон, который показывает капитуляцию майнеров и дает сигнал на покупку биткоина в долгосрочную перспективу. Хэш-риббон дал сигнал 24 июля. P-Cycle Top не дал сигнал, что у нас есть бычка. Но по истории он всегда давал четкие сигналы. И есть третий, конечно же, индикатор. Это модель Stock to Flow, которая показывает нам цикличность на рынке. Мы видим то, что здесь мы подходим к вот этой вот интересной зоне. Вот так мы это все дело увеличим. И вот наш пик. Такая светло-желтая, немножко уже салатовая зона. Это пик бычьего рынка. Мы еще здесь только, смотрите, начинаем окрашиваться так какую-то там, ну вот у нас зона, да. У нас еще есть запас хода 3-4 месяца. 3-4 месяца. И волна роста как раз в диапазон 180к мы можем ее увидеть. Здесь, конечно же, по данной модели видно то, что цена биткоина может достигать 368 тысяч долларов. Но в это как-то слабо верится. Но мало ли, криптоэнтузиастики, мало ли, спотовый биткоин ETF нам даст такой толчок и импульс, что биток улетит на 300 тысяч долларов. Мало ли. Все может быть на этом рынке. Я вам рассказывал мысли по поводу 2017 года. Помните, когда у нас здесь подключались фьючерсные движения на рынке? Когда подключили фьючи, большинство игроков на рынке вышли с рынка буквально в мае 2017 года, когда цена биткоина достигала 2000 долларов. Но крупный игрок всех перехитрил. Большинство здесь вышло, и он затолкал биток вплоть до 20к баксов. Ну, здесь показывает у нас 17, но пускай примерно там в диапазон 20к баксов. И на медвежке он опустил цену биткоина в диапазон 4000 долларов. Многие распродали по 2, а пришлось им потом заходить в рынок уже по 4000 долларов. В 2 раза дороже, чем они продавали. Вот что. И это был триггер именно фьючи. Фьючи это сделали, такую манипуляцию на рынке, чтобы многие потеряли биткоин у себя в портфеле. Мало ли, может быть и здесь такая самая ситуация. Мы видим очень сильный новостной фон на то, чтобы нужно было потерять в этом цикле биток. Многие блогеры, инфлюенсеры с 100 тысяч плюс подписчиков вещали о том, что биток будет 0. И многие распродали биток по 30 тысяч долларов, по 40, по 50, даже по 70 тысяч долларов продавали биткоин люди. И они потеряли биток. И вы себе представьте, в этом цикле биток улетает на 300 тысяч долларов. Даже сейчас, продавая биток, многие потом не смогут его купить на медвежке, если мы поставим вершину в диапазоне 300 тысяч долларов и опустимся на 150. Потому как я продавал по 100 и буду покупать по 150, да я что, дурак? Я такое делать не буду. Вот. И большинство опять может на этом поплатиться. Мы не знаем, как будет формироваться пик бычьего рынка. Мы это посмотрим. У нас есть запас времени 3-5 месяцев для биткоина, для того, чтобы сформировать пик бычьего рынка. Но мы посмотрим. Но я считаю, что какая-то часть биткоина должна быть всегда в портфеле. Если у тебя есть биткоин, ты его ни в коем случае не должен продавать полностью. Но если ты хочешь поймать какие-то там колоссальные иксы на альте, ну продай 10% портфеля и перейди в альту. И ты увидишь, какой там дальше будет у тебя скам на портфеле. Но в дальнейшем я думаю, что биток не стоит полностью распродавать. Пускай себе будет.
У нас есть спотовый биткоин ETF, у нас биток принят уже государствами, одобрен. Да, конечно же, будет медвежка, он может опускаться. Ну, блин, ну опустится, опустится. Но если будет скамиться, соскамится весь рынок. Но если не будет скамиться, ты будешь в битке, в цифровом золоте, а не в каком-то там мусоре. В принципе, вот так вот. И посмотрим, как у нас здесь формируется вершина. Мало ли может быть такое, что мы действительно улетим на 300 тысяч долларов. Вот что. Там будем дальше наблюдать. Если биток улетает на 300 тысяч долларов, это, конечно же, будет накачка сильнейшая рынка. И это еще будет приток капитала в рынок. И какая-то часть бабла, ну, припадет, допустим, там на эфириум или, допустим, на какие-то альткоины. Ну и, конечно же, само собой, если биток будет расти дальше, мы увидим движение на эфириуме. И тут, конечно же, тоже интересный момент. Нужно будет, конечно же, какую-то часть эфириума переливать в биткоин. Наши цели дождаться по эфириуму как минимум вот здесь вот, как максимум вот здесь вот. Тоже нужно будет смотреть. И смотреть нужно будет это очень внимательно и переливаться частично. Потому как даже я вот здесь вот частично начал переливаться в ноябре 2024 года. И мы видим то, что это было не дно по эфириуму. Торговой паре эфир относительно биткоина. Само собой, я еще добирал эфириум. Это был у нас февраль, март. Частично я какими-то там частями покупал эфириум весной 2025 года. И даже летом я немножко покупал эфириум. Были у меня свободные средства, куда их, допустим, притулить. Но в альту я, конечно же, не вливал бабки. Думаю, пускай даже эфириум там и стоит уже 3000 долларов, но все равно я возьму, потому как эфириум можно застейкать. Вот, в принципе, вот так вот. В дальнейшем, я думаю, что нам стоит дождаться по эфириуму вот этого вот интересного движения. Мы с вами видим то, что здесь эфириум сформировал уже разворотное движение. И вот наша цель. Дождаться по эфириуму, ну хотя бы как минимум 0,07 сатоши за эфириум. Тогда можно будет переливаться в биткоин. И сейчас будет очень интересный момент. Многие будут выпрыгивать там или еще что-то, снимать контент, что нужно выходить. Но здесь нужно будет ориентироваться на торговую пару эфира относительно биткоина. Смотрите, у нас здесь был в прошлом цикле, смотрите, какой молниеносный рост. Вот только когда здесь завис эфир, здесь нужно было его распродавать. Аналогичная ситуация 2021 год. Молниеносный рост, ты просто сидишь и наблюдаешь, кушаешь попкорн или орешки, больше ничего не делаешь. И только в боковике начинаешь что-то там делать, распределять, продавать, менять, там, свапать или еще что-то делать. Сейчас нужно сидеть. Если ты сидишь в эфире, не очкуй. Сиди и, ну застейкай его, просто застейкай. Как только мы доберемся до вот этих вот значений, вот здесь будешь менять эфир на биток. Не продавай эфириум в доллар, не продавай эфириум в альту, потому как я уже вижу большинство, есть комментариев, что многие избавились от эфира и перелились в альту. Альта просто скамит, это тоже будет ошибкой. Держи эфир покрепче, ничего не делай. Ничего не делай и дождись вот этих вот целей. Здесь только будешь принимать решение. Или выйдешь в стейблкоины, или просто-напросто обменяешь эфир обратно на биток и будешь кататься на этих качелях. В принципе, вот так вот. Мы с вами по эфириуму пробили две трендовые линии. Две локальные трендовые линии. Они пробиты на недельке, это видно. На дневке потихоньку двигаемся к еще одной интересной трендовой линии. Это диапазон цен 0,38. Вот у нас здесь будет пересечение. Мы с вами поставили вот эту вот линию. Мы ожидаем вот этих вот цен. Здесь я думаю, что будет уже реакция продавца. Опять будут многие продавать. Само собой. Мы видим то, что было пробитие одной трендовой линии. Высадили. Пробитие второй трендовой линии. Высадили. И опять потихоньку двигаемся к третьей трендовой линии. И здесь тоже будет, по всей видимости, высадка пассажиров. Вот, в принципе, вот так вот. Что у нас по индикаторам? Давайте посмотрим один из индикаторов, который нам показывает тренд. Что мы видим на дневке? Мы видим то, что здесь эфириум начинает формировать уже относительно биткоина бычью структуру.
Вот у нас было нисходящее движение. Длительный период времени красное облако Ишимоку. Мы торговались под данным облаком, и это медвежий сценарий был. Потом в один прекрасный момент мы здесь развернулись. У нас были обновления эфириума спектром или спектра. Это было триггером для разворота по эфириуму. Мы это с вами все дело пережили. Буквально это было 8 мая. И здесь у нас открывается зеленое облако. Вот здесь вот была у нас высадка пассажиры, было здесь небольшое красное облако, и дальше пошло опять зеленое облако. И тренд у нас здесь ускоряется. Мы видим то, что у нас идет ускорение тренда. На 4-часовике здесь у нас тоже все лонгово. Это у нас была небольшая локальная высадка. Теперь у нас открылось зеленое облако. Вот у нас открылось тоже зеленое облако. Здесь у нас тоже была высадка. Мы торчали в боковике. Открывается зеленое облако, и эфир относительно биткоина начинает набирать обороты. На дневке зеленое облако, шикарно. На недельке мы пока что не сформировали зеленого облака. Но здесь уже красное облако начинает зажиматься, и мы уже зашли в облако Ишимоку. Смотрите. На недельке, если посмотреть, мы зашли в облако Ишимоку. И это сильнейший триггер для разворота глобального смены тренда. Это триггер для разворота глобального смены тренда. Это очень положительно, очень положительно. Сейчас нам желательно пробить данное облако красное, выйти выше по цене. Если мы посмотрим локально, то нам желательно пробить это облако и уйти выше цены 0,38, вот сюда, как раз где у нас идет синяя трендовая линия глобальная. Также у нас вот зеленая, где мы поставили цель. Сюда вот уйти, проконсолидироваться, высадить еще какое-то энное количество пассажиров и сделать импульс роста просто вверх, чтобы мы оторвались от этого облака. Вот это будет просто самый зашибительный, замечательный сценарий для эфириума относительно биткоина. И мы здесь вот так вот раз и уходим выше, пробиваем вот этот вот блок огромного просто сопротивления. Это у нас диапазон цены 0,050 там с копейками будет. Примерно вот так вот. И тут у нас откроется зеленое лонговое облако. Похожий сценарий можно рассмотреть на дневке. Похожий сценарий мы можем рассмотреть на дневке. Смотрите, как у нас формировался разворот. Вот у нас идет красное облако. Цена у нас залетает в облако, пробивает импульсом вверх. Мы уходим выше самого облака. Цена здесь ходит. Высаживаем пассажиры. Извиняюсь, высаживаем пассажиров. Здесь отмурыжили знатно с 13 мая. Мы прекрасно знаем, как нас 3 месяца здесь мариновали. Высаживаем пассажиров. И после набора здесь каких-то позиций цена просто с облака отрывается и летит вверх. И на дневке видно то, что мы растем и даже не касаемся облака. Потому как облако, вот оно где идет. Нам нужно убрать эти скользяшки, чтобы вы хорошо видели. Вот. Ишимоку. Вот. Скользяшки я лишние убрал. Здесь есть скользяшки на самом облаке, я их убрать не могу. Но суть такова. Мы вот по цене заходим в облако, пробиваем, уходим выше облака, консолидируемся, высаживаем пассажиров, тестируем облако и улетаем вверх. Облако остается у нас вот внизу. Мы этот квадрат тоже уберем, он уже отработал, он нам уже не нужен. Вот. Цена у нас вверху, облако у нас внизу, зеленое. И это смена тренда. Здесь все у нас положительно. Аналогичную ситуацию мы можем отрисовать на недельке. На недельке пока что мы заходим в облако. Вот сюда вот. И нам нужно отрисовать такую самую подобную ситуацию на недельке, как и на дневке. Мы пробиваем данное облако. Консолидируемся в боковике, тестим его и потом сильнейшим импульсом уходим вверх. И это, смотрите, как раз будет до декабря 2025 года. Как раз вот это вот на осень у нас может припасть это все дело. И мы уходим по нашим целям. Вот один блок пробить и второй хотя бы.
Второй блок это вершина 2021 года. Это уже менее такие досягаемые цели, но мы можем сюда сходить. И здесь, конечно же, мы будем торговаться выше облака Ишимоку. Это будет очень бычий сценарий. И тут у нас откроется зеленое облако. Вот тут откроется зеленое облако, как вот эта вот синяя стрелочка у нас примерно будет вот здесь вот, а цена будет вот здесь вот. Вот смотрите, аналогичная ситуация была в 2021 году. Я сейчас увеличу. Да. Смотрите, мы длительный период времени торговались под облаком, падали. И вот наше облако Ишимоку. Вверху оно было. У нас медвежка по эфиру. Мы падали. В один прекрасный момент мы разворачиваемся. Я не знаю, какие тогда были триггеры для разворота. Меня тогда не было на рынке. Мы разворачиваемся, заходим в облако Ишимоку. Торгуемся в боковике, тестим данное облако, нас здесь маринуют, и это на недельке. И в один прекрасный момент мы просто пробиваем данное облако и улетаем выше. И идем просто торгуемся уже вверху. Торгуемся, и у нас здесь открывается зеленое облако, оно у нас открылось буквально 30 ноября 2020 года. Вот. Мы торгуемся длительный период времени выше облака Ишимоку, здесь у нас идет зеленое облако. И вот у нас формируется пик бычьего рынка. Здесь зеленое облако, и потом мы уже опустились, конечно же, сюда вот вниз. Ну, мы уже эту историю уже с вами пережили с 2021 года. Вот подобный сценарий здесь вот я ожидаю. Как только у нас здесь откроется зеленое облако и цена эфириума хотя бы дойдет до диапазона значений 0,07, только тогда нужно принимать какие-то решения с своим эфириумом, если он у тебя находится в портфеле. Если ты, конечно же, не сидишь в L2 решениях и не наслушался каких-то там блогера-инфлюенсеров. В принципе, вот такой вот сценарий, такое вот может быть развитие событий, а чтобы ты просто-напросто не унывал, ну, стейкай свой эфириум в каких-то пулах ликвидности, ну, главное, чтобы там не было взлома пула, стейкай там на биржах или еще что-то. Ссылка на данную биржу есть в описании под видео, это биржа ВБТ, я там стейкаю. Там хорошие проценты, 17% годовых дают, так что задумайся. В принципе, вот так вот. Такой вот сценарий я ожидаю, что может у нас произойти на рынке. Рынок у нас, конечно же, неплохо реагирует. И это все очень хорошо. Я думаю, что мы основную медвежку пережили. Конкретную сейчас будем ожидать хороший какой-то триггер для дальнейшего роста. У нас, само собой, 17 сентября заседание ФРС, и там будет опять ставка. Они могут немножко понизить ставку, но сильно опускать не будут. Вот. Ну и это будет тоже дальнейший триггер для роста. Вот. А пока мы что будем наслаждаться движением на рынке, будем делать разные обзорчики, поедем ловить сама, сделаем какое-то интервью, снимем интересный контент, дай бог, все у нас получится. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба. Я думаю, что данная информация вам будет полезна и данные мысли тоже вам будут полезны. Всем пока.